Сегодня мы поговорим о боли в пояснице, поговорим, как ее правильно восстанавливать. Главное, чтобы не было никаких последствий. С вами Забродин Михаил, доктор-травматолог-ортопед. Поехали. Почему возникает боль в пояснице? Почему после лечения она может возвращаться? И очень часто я от своих пациентов слышу следующее. Ходил в поликлинику, поясница болит на протяжении 5-10 лет. Доктор в поликлинике говорит, что ж вы хотите, посмотрите в свой паспорт. На самом деле ни в каком возрасте ни суставы, ни поясница не должна болеть. То же самое, как и шея. Почему на самом деле болит поясница? Поясничный отдел — это позвоночник-столб. Да? Он состоит из 5 поясничных позвонков. И вот эта вот мачта, она стабилизируется мышечными пластами. Это мышцы живота, это мышцы, квадратная мышца поясницы, пояснично-подвздошная мышца, мелкие межпозвонковые мышцы. И вот когда эти мышцы работают слаженно и полноценно, то ваши наклоны, движения, перенос тяжести, они не вызывают каких-либо проблем. Но зачастую, например, операции на органах брюшной полости, когда рассекаются мягкие ткани, приводят к слабости мышц живота, роды, травмы грудной клетки, травмы таза, травмы нижней конечности, травмы головы могут приводить к тому, что часть мышц будет выключена. Например, человек стукнулся грудной клеткой, вот этот пласт мышц живота с правой стороны будет выключен. И в данном случае боли могут отсутствовать. Но в какой-то момент человек наклоняется, берет предмет, вроде бы, как ему кажется, не сильно тяжелый, и у него раз ощущение щелчок в пояснице, резкая боль. Что происходит? В данный момент поясница оказалась не готова к этой нагрузке. То есть есть скрытые нарушения, которых пациент не сдал. И далее происходит повреждение связочного аппарата, повреждение межпозвонкового диска, оболочек, и может появляться грыжа за счет разрыва кольца диска. Так вот, зачастую боль в пояснице связана, если мы говорим только поясничный отдел позвоночника, с неправильной работой мышц. Но зачастую полечили поясничный отдел позвоночника, боли сохраняются. Зачастую боль в поясничном отделе может быть связана с разными диафрагмами тела. Например, тазовая диафрагма, она может пострадать при травме, она может пострадать во время родов. Грудобрюшная диафрагма, например, при падении на спину, при травме грудной клетки. Проблемы коленного сустава, проблемы стопы, проблемы таза, тазобедренного сустава могут дать результирующую боль в пояснице. И тогда, например, вы смотрите это видео и, конечно же, задаетесь вопросом, а как провести диагностику? На самом деле она может быть довольно проста. Если у вас болит поясница, попробуйте дать нагрузку, где-то поприседать, где-то повыполнять упражнения ногами, то есть, как говорят в простонародье, немножко закачать. Если в данный момент вы в течение недели поделали упражнения для ног, а у вас поясница перестала болеть, то косвенно мы можем сказать, что проблема боли в поясничном отделе позвоночника связана со слабыми ногами. И далее, предположим, у вас болит поясница. Вы можете зафиксировать грудную клетку, например, бандажом, либо каким-то куском материи и поделать движение. Если у вас боль в пояснице прошла, это говорит о том, что есть нарушение именно на работе грудной клетки, грудного отдела позвоночника, либо диафрагмы. Кстати, с ногами вы то же самое можете сделать. Например, при ходьбе у вас болит поясница. Вы одели фиксатор, либо эластичный бинт на колено, на голеностоп, ремнем зафиксировали таз. Если у вас боль в пояснице проходит, это говорит о том, что вот именно вот этот зафиксированный сегмент создает нарушение биомеханики, которое передается по восходящей на поясничный отдел. Иногда дисфункции шейного отдела позвоночника, а шея — это равно поясница, есть такое правило братьев Лавет, когда нижний поясничный отдел позвоночника, он связан с верхнешейным отделом. Так вот, травмы шеи могут создавать нарушение биомеханики в поясничном отделе, как и наоборот. Травмы головы, травмы зубов тоже могут создавать нарушения в пояснице. У меня была пациентка, у которой молодая девушка, боль в пояснице. Я ее посмотрел на семинаре.
боль в пояснице не прошла. Потом посмотрел в отделении, боль сохраняется. Я ей порекомендовал обратиться к гинекологу и сделать УЗИ. Так вот, у нее нашли воспаление яичника, и 2 дня лечения у гинеколога боль в пояснице прошла. О чем я? Нарушение работы внутренних органов, пищеварительной, выделительной системы, половой системы может придавать клинику в поясничном отделе. И очень часто на МРТ, который выполняют по поводу боли в пояснице, находят грыжу и проводят знак равно. Так вот, в 80% случаев наличие грыжи не дает никакой клиники. И наоборот, грыжа присутствует как результат длительного нарушения биомеханики и длительного нагрузки связочного аппарата, который просто порвался и грыжа появилась. Знаете, как с утра автомобиль не завелся, аккумулятор сел. Это примерно та же история. Другие причины могут быть? Могут быть. Нужно доказать. Да, грыжа может создавать, большая грыжа с описанием, что это фораминальная грыжа, и она сдавливает корешок, может создавать клинику, но тогда клиника будет сочетаться, как правило, с болями, либо с онемением по своей стороне, по этой стороне, на нижней конечности. Тогда мы будем говорить в пользу того, что именно эта грыжа создает клинику. И зачастую бывают такие ситуации, когда удаляют эту грыжу, а клиника как была, так и есть. Поэтому МРТ грыжа это не равно боль. Нужно доказать, используя те рекомендации, которые я дал в начале этого ролика. И лучше найти причину боли. Например, это коленный сустав. Приведу опять же пример. Пациент, у которого была ДТП-травма в молодости, потом была артроскопия на коленном суставе, и в какой-то момент появилась боль в пояснице. Как она появилась? Он во время наклона, нагружая, опираясь на этот коленный сустав, почувствовал резкую боль в пояснице. И когда он делает наклон в пояснице, боль есть, но когда он садится на кушетку и делает аналогичный наклон, боли нет. О чем это говорит? Это говорит о том, что скорее всего есть проблема в каком-то суставе. И далее, для подтверждения, во время наклона я фиксирую своими руками этот коленный сустав, добавляю стабильность, он делает наклон и поясница не болит. А на МРТ у него есть, соответственно, протрузии, грыжи поясничного отдела позвоночника. О чем это говорит? Нарушение биомеханики коленного сустава меняет паттерн ходьбы. Вы видели, как прихрамывают люди, у которых болит колено, либо как прихрамывают люди, которые идут с травмой коленного сустава. Аналогично, вот эти небольшие на протяжении десятилетий виляния добавляют избыточную нагрузку на поясницу, и поясница начинает расшатываться. Так вот, полечив у него коленный сустав, боль в пояснице в течение недели у него прошла, хотя до этого болела поясница в течение 5 лет. Кстати, подробные разборы вы можете увидеть в моем телеграм-канале, где я подробно рассказываю, как используя эти алгоритмы, можно выйти на истинную причину боли. Ссылка на мой канал находится в описании под роликом и в закрепленном комментарии. И к вопросу о закачивании мышц поясничного отдела позвоночника. На самом деле поясница становится сильной не от покоя, она становится сильной от грамотной постепенной нагрузки. Спина боится не движений, спина боится хаотичной резкой нагрузки. А правильные движения – это залог правильного успешного лечения. Ну и стандартный вопрос от пациентов, стоит ли закачивать спину, поясницу. На самом деле постепенная нагрузка, она значительно улучшает функцию мышц, улучшает микроциркуляцию и восстанавливает связочный аппарат, и плюс мобилизует сустав, что приводит к значительному улучшению функции и уменьшению либо избавлению от болевого синдрома. Но оптимальный вариант – это протестировать мышцы, устранить причину снижения рефлекса в этих мышцах, и далее постоянные нагрузки приведут к абсолютному здоровью вашей поясницы. И давайте сделаем вывод. Боль в пояснице не всегда и зачастую не связана с самой грыжей. Источник боли в пояснице, как правило, находится в другом месте. Это может быть таз, это может быть нижние конечности, шея, руки. Надеюсь, данное видео было для вас полезно и вы разобрались в истинных причинах боли в пояснице. А если вы являетесь специалистом и вам приходят такие пациенты, то я вас приглашаю на наш однодневный мастер-класс, который проходит в разных городах. И на этом мастер-классе я подробно рассказываю, как выйти на причину этих болей и устранить у вашего пациента. Получить подробную информацию вы можете по ссылке под этим видео и в закрепленном комментарии. С вами был Забродин Михаил. Всем пока.